Всем привет! Сегодня посмотрим на разницу производительности между CSGO и CS2 на примере моей системы с Ryzen 9 7900 X3D и видеокартой 3060 Ti. Достаточно слабая видеокарта, как выяснилось, для этой игры, но не будем забегать вперед. Многие жалуются на производительность CS2, то что FPS упал, она статерит и так далее. И вот сегодня посмотрим, так это или нет. Начнем с первого примера. Это статичный скриншот. Я стою на карте Ancient. Сразу скажу, что если вы видите вот такую картину, что 6 ядер полностью простаивают, 6 ядер нагружены, это просто так работает планировщик винды, потому что на этом процессоре 6 ядер с 3D кэшем, 6 ядер без. И планировщик хочет использовать именно ядра с 3D кэшем. Сразу мы видим, что процессор чуть больше нагружен, PS2, его энергопотребление побольше. Видеопамять 4 гига вам в этой игре будет достаточно. Если у вас 16 гигов оперативы или больше, то проблем с оперативной памятью у вас тоже не будет. Это были 720p, low. В принципе, 720p и 4 на 3 960p, они плюс-минус равны по FPS, поэтому можете ориентироваться, что вот это вот 4 на 3 у вас растянуто или с полосками. Примерно такой FPS у вас и будет. Итак, переходим к максимальным настройкам. Это все те же 720p. И FPS достаточно сильно просаживается в CS2, то есть больше 20%. Смотрим 1080p, низкие настройки. Здесь все то же самое. FPS сильно не отличается. Переходим в 1080p максималки. И тут уже разница в FPS очень большая, больше, чем на треть. Полный упор в видеокарту, Proц чилит. Как видим, даже разница в потреблении весьма незначительна между CSGO и CS2. Но перейдем дальше, к более реалистичным тестам. Рассмотрим видео, где я буду 10 минут бить ботов. Я вам покажу после видео статистику, но, естественно, я вам не буду показывать полностью это видео, я просто покажу небольшой отрезочек, чтобы вы увидели просто, как ведет себя система при такой игре. Я стараюсь стоять в одной позиции на пункту миража и отстреливать ботов. Это плюс-минус аналог ДМа, можно сказать. Ну или какой-то разминки с ботами, там на имботе или где-нибудь еще. Сценарий с упором в процессор, то есть здесь упора в видеокарту нет. Как видите, она загружена на 68%, там 70% в этом районе. Вот, собственно, небольшой отрезочек. Потом я вам покажу графики, связанные с этим видео. Вот как это выглядит в CS2. Опять-таки, сценарий с упором в процессор. Давайте посмотрим на результаты, полученные после 10 минут такого отстрела ботов. Если вы видите график фреймтайма, в принципе, они похожи. Тут слишком много кадров, поэтому они очень похоже выглядят. Мониторинг в PS2 видит больше статоров. Не знаю, насколько это релевантно, но достаточно сильно статорит игра, по мнению CapFrameX, в котором я, собственно, и собирал статистику. В CSGO этого меньше, как видите. 20 секунд статоринга против 70 секунд. Давайте перейдем к следующему графику. Это у нас просто значение среднего FPS 1%, 0,2%. То есть где-то 15-20% вы потеряете именно процессорного FPS, потому что это FPS именно с упором в процессор. Вот дисперсия между соседними значениями фреймтайма. Как видим, в CS2 она больше, что не есть хорошо. Ну и вот среднее значение отклика приложения. Не знаю, насколько оно релевантно, но, как видим, CS2 немножечко в этом плане уступает CSGO. И видеокарта тоже потребляет немножко больше. Теперь переходим к самому интересному, а именно смокам.
Молотовым и все, что с этим связано. Итак, давайте сначала посмотрим, как в CSGO работает смоки. Итак, я нахожусь на карте Мираж, та же самая позиция. Я откидываю смоки, такие дефолтные. Становлюсь примерно в центр планта. У меня 850 FPS. Здесь вы можете обращать внимание на 1,02%, как они будут изменяться по ходу откидывания там смоков, моликов и так далее. Можете также посмотреть на загрузку видеокарты, как она будет меняться. То есть сейчас у нас упор идет скорее в процессор, потому что видеокарта не загружена на полную, плюс лимит мощности хоть и близок, но еще не достигнут. Итак, откидывается молотов. Как видим, дроп FPS небольшой присутствует при откидывании молотова, и немножечко статерить начинает игра. Но изменение FPS, как видим, незначительное при этом. Это 720p, низкие настройки, минимальные. Дальше это то же самое, но Full HD. Здесь уже идет больше упор в видеокарту. Видим, 200 Вт потребления достигнуто. На том же месте, где у нас было 850, теперь 650 FPS. Ну и, в принципе, сильнее просел FPS. Но, как видим, во время взрыва смока, тушения молика, FPS падает незначительно. Смотрим то же самое в CS2, как будет работать. Это 720p низкие. Из интересного то, что видеокарта загружена, как видим, почти на полную, но при этом Power Limit даже не близко. То есть 172 Вт всего лишь потребление. Итак, вот откидывается молик. У нас, как видим, тут пониже FPS, когда откинуты смоки на планту. И вот откидывается молик. Как видим, небольшие статоры происходят во время откидывания. И когда откидывается смог, то у нас FPS очень сильно падает. И это всего лишь 720p низкие настройки, я напоминаю, 3060 Ti. Уже тревожный звоночек. То же самое на Full HD. Опять-таки полная загрузка видеокарты. Тут уже Power Limit близок. Как мы видим, очень плох FPS Full HD. Ну, по крайней мере, для меня с 240 Гц монитором достаточно сомнительный FPS. Опять-таки, обращаю внимание на то, как падает 0,2%, 1%, когда мы тушим молик. И непосредственно финальная серия видео. Здесь мы рассмотрим, как FPS дропается при использовании смоков, молотовых. Все это рядом с водой, со стрельбой в этот смог. Это Full HD минималки, полный упор в видеокарту. Вы можете видеть, что график фреймрейта какой-то неровный, но это из-за того, что происходит запись. Без записи он ровненький. Итак, без смока у нас было 300 FPS, 350. Откидывается смог, становится 270. Стреляем 240. Когда мы входим в смог и выходим из него, немножко игра статерит. Когда тушится молик, FPS дропается даже ниже 200. Я напоминаю, что это минималки. Когда поворачиваемся к смоку спиной, то FPS вырастает немножко. Когда он у нас в прямой видимости, FPS падает.
Вот, собственно, как игра ведет себя при гранатах активных. Опять-таки, полный упор в видеокарту, то есть именно производительность видеокарты. В данном случае нас интересует, если мы хотим повысить FPS. Итак, смотрим то же самое, только на максималках. Как видим, у нас уже тут сотка FPS после откидывания смока. Постреляли, та же самая сотка. Откинули молик. Опять-таки, FPS дропается. Два смока лежит. Видите, достаточно серьезные потери FPS идут от минималок к максималкам. Игра очень сильно увеличила требования к видеокарте в первую очередь, особенно на максимальных настройках. Если вы играете на минимальных или там это смешанными настройками, типа минимальные плюс высокие, то, возможно, у вас не будет таких серьезных дропов производительности, но они все равно будут, когда вы будете использовать смоки, молотовы. В общем, когда будут лететь гранаты, все там будут стрелять через эти смоки, кто-то там будет хитить вас, вы будете кого-то хитить, и это все приведет к тому, что у вас будут наблюдаться значительные дропы FPS, они куда серьезнее, чем были в CSGO. Если вы играете в 720p на Full HD или 4 на 3 960p, то у вас таких серьезных дропов производительности не будет. Нужно будет скорее проц иметь достаточно мощный. Я думаю, что для CS2 хватит какого-нибудь Ryzen 5 поколения, ну, то есть, условно говоря, Ryzen 5 5600 или i5 12400, для того, чтобы себя чувствовать комфортно. Чтобы все было вообще в шоколаде, 7000-ные Ryzen, либо 13-й ген Intel может принести хороший процессор на FPS. Для FPS видеокарточного вам понадобится, чтобы иметь FPS примерно как у меня, вам понадобится 3060 Ti или 4060 или 4060 Ti. 3060 Ti находится между 4060 и 4060 Ti примерно, и разница между ними там плюс-минус 10%. То есть для кардинального улучшения FPS вам понадобится что-то куда более мощное, чем 3060 Ti. Ну, что-то уровня хотя бы 3080 или 4070. Это вам прибавит где-то 40-50% FPS относительно моих. Возможно, 4090 вытянет эту игру там в 300 плюс стабильных FPS в любой ситуации, но это не точно. Выводы делайте сами. Я вам, в принципе, показал все, что хотел. Пока-пока.